Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Страшный ураган Ида принес в Луизиану сильные ветры. Он настолько разросся, что тропические ветры простираются на 225 километров. И это станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана Катрина. По данным органов по борьбе с наводнениями, река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке Луизианы, поскольку ураган Ида выбрасывает на берег огромные объемы морской воды. Известно, что штормовые нагоны, вызванные ураганными и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг вспять. Предполагается, что система дамб, которые защищают регион Нового Орлеана от подъема воды, сохранится. Ураган Ида обрушился на побережье Луизианы в воскресенье, 29 августа 2021 года, принеся ветры более мощные, чем ураган Катрина, и разрушительный штормовой нагон, который угрожает затопить Новый Орлеан массовыми наводнениями, отключением электричества и разрушениями. Шторм категории 4 подошел к берегу в 11:55 по местному времени, недалеко от Порт-Фуршена, штат Луизиана, с максимальным ветром 240 км в час. Это происходит в 16-ю годовщину выхода на берег Катрины, в результате которой регион превратился в руины и погибло более 1800 человек. Шторм появился вслед за научным докладом Организации Объединенных Наций, предупреждающим о том, что по мере усиления глобального потепления погода будет только ухудшаться. В этом году на США обрушилось 6 тропических циклонов. В этом месяце в Теннесси в результате наводнения погибло 20 человек, а лесные пожары, вызванные засухой и жарой, бушуют в Калифорнии, Миннесоте, Греции и Турции. Ида поразила Луизиану в особенно уязвимый момент. Больницы штата уже переполнены более чем 2600 пациентов с коронавирусом. Полностью вакцинирован всего 41% населения. Ида, которая вышла на берег примерно в 96,5 километров к югу от Нового Орлеана, подняла уровень океана на 4,9 метра. Ветры были достаточно сильными, чтобы срывать крыши домов, ломать деревья и опоры электропередач. Может выпадать до 2 метров осадков. Около 430 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Сотрудники службы экстренного реагирования даже не планировали отвечать на запросы поисково-спасательных служб до восхода солнца 30 августа. Катрина вышла на берег при скорости ветра 203 км в час, но это не обязательно означает, что она была слабее. На пике над Персидским заливом скорость ветра Катрины составляла около 282 км в час, что делало ее системой категории 5 с чудовищным штормовым нагоном. И хотя Ида большая, Катрина была еще больше, с ураганными ветрами, которые простирались на 201 км от ее глаза. А Ида простирается на 80,4 километра. Новый Орлеан попросил жителей эвакуироваться или укрыться. Во многих районах ворота дамбы закрыты, а больничные палаты очищены. Большая часть добычи нефти в Мексиканском заливе остановлена. Тысячи людей покинули регион. В городе приостановлены все службы экстренной помощи до тех пор, пока ураган не пройдет. Ураган Ида может повредить почти 1 миллион домов в Персидском заливе США. Даже если система дамб удержит и сдержит нагон, Новый Орлеан может столкнуться с серьезным риском наводнения только из-за дождя. На северо-востоке Индии ухудшилась ситуация с наводнениями. Река Брахмапутра и ее притоки затопили обширные территории в 15 районах. Паводок нарушил нормальную жизнь более 225 тысяч человек в штате Ассам. Непрерывные дожди в горных районах Аруначал-Прадеш привели к переполнению Брахмапутры, что вызвало наводнение в штате. Реки, протекающие через большинство пострадавших районов, также имеют тенденцию к повышению уровней воды, а в нескольких местах уже превысили опасную отметку.
Наибольшее количество пострадавших насчитывается в городе Лакхимпуре и превышает 91 тысячу человек. В районе Маджули наводнение затронуло почти 48 тысяч жителей, а в округе Дхемаджи более 31 тысячи граждан. До 7 тысяч человек размещены в 62 временных приютах. Поступили сообщения о повреждении более 40 жилых домов в районах Бакса и Бонгайгаон. Паводок задел 2 моста и затопил 27 важных дорог. Служба гражданской защиты в штате Халиско на берегу Тихого океана на западе Мексики сообщила, что по меньшей мере 3 человека пострадали в результате наводнений и оползней после сильного дождя, вызванного ураганом Нора. 28 августа 2021 года Нора ненадолго вышла на берег в Халиско и пересекла мыс к югу от Пуэрто-Валларта. Сильные ветры повалили деревья, а высокие волны, штормовые нагоны и проливные дожди вызвали наводнения в прибрежных районах. Государственная служба гражданской защиты призвала жителей побережья избегать пляжей, рек и ручьев. Губернатор Халиско сообщил о наводнении в прибрежном муниципалитете Сихуатлан, где было повреждено около 500 домов. Сообщалось также о наводнении в курортном городе Пуэрто-Валларта после того, как река Куале вышла из берегов. Поступали неподтвержденные сообщения о том, что в результате наводнения обрушилось здание гостиницы, в результате чего пострадали люди, а 1 человек пропал без вести. Служба гражданской защиты сообщила, что 2 человека были спасены от наводнения в Мелаке. В результате оползня на государственной дороге 429 между Эль-Грулло и Сьюдад-Гусманом пострадали 3 человека. Ураган Нора продолжит движение по Тихоокеанскому побережью Мексики в течение следующих нескольких дней. На следующей неделе Нора может совершить 2-й выход на сушу в штате Сонора в виде тропической бури. В Испании на берег лагуны Мар-Менор, провинция Мурсия, вымыло тонны мертвой рыбы. Местные жители и экологи шокированы количеством мертвой рыбы, которая появилась на берегу в конце августа. В период с 16 августа 2021 года с пляжа убрали 4,5 тонны погибшей рыбы. Власти предполагают, что массовую гибель рыб спровоцировала жара, в то время как ученые утверждают, что причина в отходах, которые выбрасывают фермерские хозяйства. Из-за них в воде начинают цвести водоросли, которые в свою очередь блокируют солнечный свет и снижают содержание кислорода в воде, из-за чего гибнут рыбы и другие обитатели водоема. В 2016 и в 2019 годах также было зафиксировано массовое вымирание рыбы, но в этот раз ситуация приобрела более серьезный масштаб. Жители Мурсии проводят массовые акции протеста с требованиями принять меры и спасти лагуну. Вот и все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените, пожалуйста, это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.